Привет, меня зовут Уоллес. Я из компании Capturing Reality, и сегодня я покажу вам, как создавать последовательности в Reality Capture. Этот инструмент позволяет автоматизировать выполнение команд. Это значительно экономит время при работе, особенно если вы регулярно обрабатываете наборы данных одинаковым способом, или если вам нужно настроить множество параметров для определенного набора данных, а затем изменить их для другого набора данных. Теперь можно сохранить любую последовательность действий, привязав ее к одной кнопке. Для этого понадобится окно консоли. В нижней части экрана можно вводить команды CLI. Вот моя модель. Она состоит из 7,7 миллионов треугольников. Сначала я уменьшу ее до более удобного размера. Начну вводить команду с дефиса. Начав вводить название команды, набрав достаточное количество символов, нажму Tab, чтобы появилось название. Затем буду нажимать Tab, пока не найду нужную команду. Мне нужна Preview Model. Нажму Enter. Программа создаст модель для предварительного просмотра. Теперь модель стала намного легче. Чтобы упростить модель до 10 тысяч полигонов, нужно ввести C, затем Tab и выбрать Simplify. Затем выбрать количество полигонов. Программа упростит модель. Теперь предположим, что мне нужно использовать XML-файл. Как это сделать через командную строку? Перейду в Tools, Simplify Tool. Можно сохранить эти настройки. Установлю Simplify на 10 тысяч. Выберу Color Reprojection и Normal Reprojection. И создам кастомную развертку в одну текстуру 4K. Чтобы сохранить XML, нажму эту кнопку. Создам папку в документах для XML-файлов. Рекомендую сделать то же самое, если вы часто пользуетесь этим инструментом. Этот инструмент очень удобен, если вы часто выполняете одни и те же действия. Назову этот пресет Simp 10K 4K. Вернусь к командной строке. Если нажать вверх, то отобразится история предыдущих команд. Еще раз нажму вверх, а затем вниз. Программа запомнила мои команды. Уберу 10 тысяч и добавлю путь к XML. Покажу еще раз. Наберу Simplify, нажму Tab, и здесь отобразятся доступные параметры. Теперь покажу еще один трюк. Нажму Ctrl и Enter. Выберу XML-файл, и путь заполнится автоматически. Теперь покажу, как создать последовательность. Чтобы сделать это, нажму на кнопку плюс и дам ей имя. Simp 10K 4K. Перейду на вкладку Workflow на ленте. Перейду к Sequence. Sequence находился здесь и раньше, но у него не было этой кнопки. Не буду нажимать на нее, потому что это займет слишком много времени. На момент создания этого видео это была новая функция в последней версии Reality Capture. Есть еще одна новая функция — Edit Selection. В этом видео я объединяю эти две функции, потому что они хорошо работают вместе. Сначала расскажу, что я буду делать. Я напишу небольшой скрипт, который выберет половину камер, чтобы можно было текстурировать модель в 2 раза быстрее. Часто для текстурирования не нужны все камеры. Это не рекомендация, это пример, который демонстрирует возможные варианты действий. Я открою справку. В ней можно найти всю информацию о CLI. Внизу есть регулярные выражения. Эта команда выберет все изображения в формате JPEG, которые заканчиваются на 0, 2, 4, 6 и 8. Скопирую это сочетанием клавиш Ctrl-C, начну новую строку и вставлю с помощью Ctrl-V. Нажму Enter.
And there you go. You can Теперь выбрана половина камер. cameras. So С помощью еще одной команды я отключу текстурирование и раскрашивание для всех этих камер. off texturing and coloring for all those cameras. So Вернусь к командной строке и нажму вверх. Начну новую команду, введу дефис, edit. edit. Нажму Tab, чтобы увидеть список доступных опций. Things that we can edit. Выберу Input Selection. Значение должно быть строкой в формате ключ равно значение. Сделаю то же самое. Down here and do exactly that. Добавлю кавычки. Скопирую имя отсюда. Copy the name from right here. If you Чтобы выбрать опцию из выпадающего списка, например, Prior Pause, введите Prior Pause и нажмите слэш. and then just do a slash like that. Then Затем введите нужный ключ, поставьте знак равенства и укажите значение. and then the value there. So Вот как работать с выпадающими списками. drop downs. But Мне не нужно использовать выпадающее меню, потому что я нахожусь в разделе Selected Inputs. so Я веду Enable Texture Calling. enable and texturing and coloring И поставлю знак равенства. then equals. Совет. Не используйте Enable и Disable, используйте True и False. False. Я установлю значение False и закрою кавычки. Then close the inverted commas. So Теперь функция отключена. it's gone to disabled. Это будет очень удобная кнопка. Quite a handy button. I'll Нажму вверх, чтобы вызвать историю, затем пробел. После этого нужно рассчитать текстуру. texture. So Введу дефис, cal, затем нажму Tab, again, Calculate Texture. texture. So Нажму плюс и создам кнопку Speedy Text. and make my speedy text. Speedy text button. Okay, and, Speedy Text появилась в меню Sequence. and Нажму ее. gonna set it off. And Вот моя модель с текстурой, созданной с помощью кнопки Speedy Text. Прежде чем закончить это видео, скажу еще пару слов. you В консоли есть сообщение, что можно использовать Imp Texturing. use imp texturing. I Рекомендую сделать это. so Отключу Calculate Texture, чтобы не ждать. and Заменю на Imp Texturing. do imp texturing. Now Изменю на True. change it to true. So we can Проверю, как это работает. and hit that. Обратите внимание, что происходит, когда я активирую ее. Hey, Функция снова включилась. to enabled. Now that's Если ввести текст, который здесь, он будет работать только на моем языке. in your language. So Если вы захотите поделиться скриптом с кем-то, у кого интерфейс на другом языке, это не сработает. but Но эти команды будут работать в любом скрипте, поэтому вы сможете делиться ими. Вот и все. Теперь вы знаете, как создавать последовательности в Reality Capture. Большое спасибо за просмотр. До свидания.